Так, чуть полубока можешь вот туда. Так. Так. И чуть голову вот к центру. Через касание к человеку ты получаешь ничуть не меньше информации, чем если бы ты с ним общался. Просто нужно себя немножко перестроить. 1, 2, 3. Лет 10 я занимался театром. Театром экспериментальным. «Копы в огне», например, мы сделали с ребятами, хип-хоп-оперу. Довольно было революционно. В какой-то определенный момент жизни я решил все-таки заниматься продюсированием проектов общественных и провел 2 года в Барселоне. Барселона — это столица фестиваля Sonar. И на тот момент там был Sonar Kids. То есть Sonar, но для детей. Именно там я придумал плейтроника, которая для меня тогда обозначала некий новый формат музыкального образования для детей. И именно тогда я нашел технологию, которая позволяет подключать предметы и извлекать из них звуки. Использовать это не для того, чтобы делать выступления и инсталляции, а чтобы через это обучать. Сначала, по-моему, написал пост, что вот ищу соратников, чтобы делать воркшопы детские с новой технологией. А тогда действительно была новая технология, никто об овощах и не слыхал. Я дико люблю и уважаю все эти сложные штуки, но для меня инструмент мечты — это синт с одной кнопкой. Кто-то порекомендовал мне Олю. Она как раз начинала заниматься музыкой, она диджеила. Когда я объяснил идею, что мы тут будем делать новую музыку с детьми, она сказала: вау, класс, я в теме. Значит, с Сашей Пасом на самом деле мы были знакомы давно, через «Копы в огне». После «Копов» должен был быть какой-то проект в Парахаусе, и Андрей Алгоритмик предложил мою кандидатуру, и мы хотели какое-то делать вместе шоу, встретились, я помню, в Пауэре, обсуждали, и потом я с Сашей стала общаться на тему плейтроники, потому что видела первый его воркшоп в Телеграфе, и мне очень понравилась идея звуков, это было что-то супер необычное для меня, и мы как-то разговорились, и после этого стали вместе коллаборировать. Оля, соответственно, меня тоже познакомила с Витей. Витя был такой бородатый чувак с добрыми глазами на лонгборде, на артплее. И я с ним первый раз познакомился. И, по-моему, ему прям очень понравилась эта концепция, потому что он педагог, обучает детей ударным. Мы тогда прям начали рубиться и делать очень много воркшопов, потом дальше инсталляций, выступлений. Сел. И вот сейчас другую ты узовешь, и дальше работаешь. 1, 2, Купер, 3. У меня такое было очень спортивное детство. У меня отец один из основателей школы карате в Калининграде. Я у него первый сын, и он из меня готовил ниндзю. В школе мой одноклассник пошел учиться играть на гитару. Он играл в основном гражданскую оборону. Я решил играть с ним. Мы разгребли мой подвал. Я повесил себе сушилку для посуды и поставил ведра из-под краски, выпилил на труде палочки. И вот мы с ним, значит, играли гражданскую оборону в подвале. И потом я решил поступать. У меня был выбор остаться в Калининграде поступать, либо куда-то поехать. Я выбрал поехать в Москву. Здесь поступил в колледж импровизационной музыки имени Козырева. И проиграл параллельно в группе «Бигуди». Поехали однажды в Никола Ленивец на детское расстояние выступать. Сыграли замечательнейший концерт, и на одной сцене выступали с Олей Максимовой. Вот там мы, собственно говоря, познакомились, и она мне рассказала про плейтронику, и мы решили попробовать сделать что-то вместе. Мне кажется, что вот плейтроник — это один из путей учиться думать, легко делать то, что ты знаешь.
сделай там гитару, сделай велосипед, а сделай того, чего нет, вот это вот достаточно интересно и, на мой взгляд, открывает перед человеком большие горизонты. Ограничения, они рождают новые понимания какие-то вот музыкальной деятельности. На детей, мне кажется, именно акцент, чтобы именно с раннего возраста у ребенка развивать пути мышления открытые. Не какие-то шоры закрытые, где вот формат, в котором только вот определенные вещи, определенные значения, а открывать новые значения для новых вещей, что-то придумывать, фантазировать. Блейд-ранисты как фантазеры. И потом появился чувак такой Андрей. Собственно, у Андрея был другой интерес, который своевременно тоже появился, потому что мы все больше такие перформативные и нацелены на шоу, на события, на какой-то театр, а Андрей больше технологический человек, и ему было интересно придумать что-то свое. 2, 3. С плейтрониками меня познакомила Оля Максимова, она присылала фотографии с их событий. Как-то она меня пригласила на встречу, где ребята придумывали новую инсталляцию. Это было очень интересно. Так я ближе познакомился с Сашей и начали обмениваться идеями проектов. Мне мама скейт подарила в 5 лет, и я с детства на нем катался в школу. Мне очень нравится движение, очень нравится ощущение скольжения и катки. И я, и Саша выросли в городе Жуковском. Это научный город, связанный с авиацией и космосом. Жуковский – первенец эпохи индустриализации и первых пятилеток. Это крупный научный центр. Мне кажется, это большое влияние оказало на наши амбиции. Ключевой момент был, когда мы решили все-таки делать свое устройство, и нашелся инженер. И тогда мы открыли офис у меня в квартире. Начали очень много искать и смотреть, какие еще технологии есть, и делать разные прототипы. Мы сделали порядка 15 устройств, которые не продаем. У меня никогда до этого опыта производства электроники не было, но в общих чертах я понимал, как должен быть устроен процесс создания. Наживую, шаг за шагом, мы просто на ошибках учились, как же это делается. Возможно, идея плейтроники в том, что мы создаем самые разные возможности вокруг звука и тактильности и смотрим, что из этого работает. Мы производим в России, потому что нам очень важен живой контакт с производством, с людьми, которые там работают. Потому что только таким способом мы видим развитие этих устройств. Я очень хотел узнать, что же означает наше устройство, наше изобретение. Нам повезло, мне посоветовали ученым, которые конкретно занимаются проблемами социальной тактильности. Я связался с Антоном и встретился с ним, и оказалось, что мы говорим примерно на одном языке. 1, 2, 3. Ну, у меня довольно долгий тернистый путь в биологию. Я закончил аэрокосмический лицей, потом учился на гуманитарном факультете. Решил, что хочу заниматься биологией, изучать живых людей. На несколько лет съездил, поработал в Англию. Британские ученые открыли, почему людям нравится, когда их обнимают. Оказывается, у нас есть целая специализированная сенсорная система. С точки зрения эволюции, эта система, опять же, нужна только для того, чтобы укреплять эмоциональную, социальную связь между близкими людьми, чувство ребенка к матери. Поскольку человек животное социальное, это очень даже здорово способствует выживанию. Достаточно давно было известно, что у детей с аутизмом тактильное восприятие сильно отличается от тактильного восприятия здоровых детей. Часто такие дети не любят, когда их родители трогают. Ау! Ай! Ой!
Опять же, раньше, какое-то время тому назад, 50-60 лет, считалось, что аутизм – это социальное нарушение. Сейчас стало понятно, что это нарушение не столько социальное, а на стыке каких-то когнитивных и сенсорных процессов, которые затрудняют им взаимодействие с окружающим миром и с людьми. Если нам удастся как-то сделать так, чтобы аутистам тоже было приятно, у них появилось бы больше поводов общаться с другими людьми. Один из вариантов как раз с тачами ребенку может оказаться прикольно. И обычному, и необычному ребенку. Трогать другого человека, и прикольно, когда его трогает другой человек. То есть это дополнительный способ мотивации на физическое взаимодействие с другими людьми. И здесь как раз ощущение от прикосновения мы подкрепляем звуком. Это то, с чем мы можем работать, если мы хотим углубляться. А углубляться уже нужно, потому что этого требуют запросы от художественной общественности, этого требуют и наши собственные амбиции. Важно сводить ощущения от разных сенсорных систем вместе. Такой гибкий подход к нашей миссии позволяет нам притягивать все больше и больше единомышленников и создавать совершенно разные проекты. Для меня это просто платформа, которую я могу развивать и на которой я могу опираться. Содружество людей, в коммуникации с которыми мы можем что-то придумать интересное. Есть уже какой-то порог, до которого мы дошли, но есть еще, как у айсберга, целая неизведанная территория, которую надо растопить.